Каждая эпоха в истории человечества насыщена удивительными личностями, чьи деяния и достижения вдохновляют нас. Однако, за кулисами их величия скрываются интересные и удивительные детали, которые делают их жизнь еще более захватывающей. Давайте погрузимся в этот увлекательный мир и узнаем несколько неизвестных фактов о некоторых известных исторических личностях. Альберт Эйнштейн и его необычные привычки. 2. Мария Кюри и ее опасное радиоактивное иллюминаторное стекло. Мария Кюри, знаменитая физик и химик, открыла радий и полоний и получила 2 Нобелевских приза. Она также использовала радиоактивное стекло в своих иллюминаторах, чтобы они светились ночью. Кажется, что в то время никто не понимал, насколько опасно это было для ее здоровья. 3. Леонардо да Винчи, ученый, художник и вегетарианец. Леонардо да Винчи был не только гением искусства, но и увлеченным ученым. Он изучал анатомию человеческого тела и делал подробные наброски органов и костей. Также он был вегетарианцем и провел эксперименты с растительным питанием, даже придумав рецепты вегетарианских блюд. 4. Моцарт и его любовь к шуткам. Великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт был не только талантливым музыкантом, но и любил шутить. Он часто писал письма с нецензурными шутками и рисовал комические картинки. Его чувство юмора было яркой чертой его личности. 5. Чарльз Дарвин и его ненависть к кровососущим насекомым. Чарльз Дарвин, автор теории эволюции, испытывал неприязнь к комарам и мухам. Он даже проводил эксперименты, пытаясь выяснить, каким образом они размножаются. Его наблюдения над насекомыми вдохновили его на более общие идеи об изменении видов. Шекспир и его загадочная подпись. Уильям Шекспир, великий драматург, оставил после себя множество произведений, но его собственная подпись была написана разными способами. Некоторые исследователи даже утверждают, что у него было несколько вариантов написания своего собственного имени. 7. Наполеон Бонапарт и его страсть к романтике. Наполеон Бонапарт, известный как военный стратег и император Франции, также был страстным читателем романов и поэзии. Он всегда носил при себе книги и даже во время военных походов не забывал о литературе. 8. Мадам Кюри и ее ношение радиоактивных украшений. Мария Кюри, которая провела много времени исследуя радиоактивность, носила радиоактивные украшения, включая браслеты и ожерелья, как модные аксессуары. Она не знала о потенциальной опасности радиации в то время. 9. Черчилль и его хобби как художника. Устиновка «Человек действия». Уинстон Черчилль также был страстным художником. Он создал более 500 картин и акварелей, многие из которых изображают природные пейзажи. 10. Карл Саган и его любовь к фантастике. Карл Саган, известный астрофизик и автор «Бледной голубой точки», был большим поклонником научной фантастики. Он даже писал научно-популярные книги и статьи на тему внеземной жизни и космоса. Ганди и его страсть к спиннингу. Махатма Ганди, лидер индийской независимости и символ мирного протеста, увлекался спиннингом. Он часто вращал веретено во время своих заседаний и считал это умалением стресса. 12. Авраам Линкольн и его ненависть к охоте. Авраам Линкольн, 16-й президент США, был известен своей ненавистью к охоте. Он откладывал свою охотничью деятельность ради уважения к жизни животных. 13. Алисия Викандер и ее предыстория в балете. Актриса Алисия Викандер, получившая Оскар за роль в фильме «Девушка с татуировкой дракона», прежде чем стать актрисой, прошла обучение в балетной школе. Ее балетные навыки сыграли важную роль в ее карьере. 14. Чарли Чаплин и его «Сгорание» собственного фильма. Комик и режиссер Чарли Чаплин, создав фильм «Цирк», случайно уничтожил цирковой шатер, который использовался в съемках. Однако он решил использовать этот инцидент в самом фильме, что сделало его еще более знаменитым. 15. Генри Форд и его признание в антисемитизме. Генри Форд, основатель компании Ford Motor Company, был известен своим антисемитизмом и финансировал распространение антисемитских материалов. Позже он извинился и отказался от поддержки таких идей. Эти факты показывают, что даже знаменитые личности имеют необычные стороны и интересы, которые могут быть неизвестными для широкой публики. Эскулап и его символ. Символ медицины. Шестипалая змея.
восходит к греческому богу Эскулапу. Тем не менее, Эскулап был известен не только как бог медицины, но и как человек, способный воскрешать мертвых. Это создает интересное взаимодействие мифологии и истории медицины. 17. Анна Лавелас и месть неразлучных. Анна Лавелас, жена английского короля Генриха VIII, стала известной благодаря своей роли в английской реформации и разводе Генриха с церковью Рима. Ее прозвище «Месть неразлучных» отсылает к тому, как она была недовольна браком с королем и его изменами. 18. Винсент ван Гог и его произведения. Знаменитый художник Винсент ван Гог создал более 2,100 работ, но продал всего около 1 полотна в своей жизни. Сегодня его работы оцениваются миллионами долларов и являются одними из самых дорогих в мире. 19. Моцарт и его странные фобии. Вольфганг Амадей Моцарт страдал некоторыми странными фобиями. Например, он боялся кошек и куриц, и их присутствие вызывало у него недомогание. Он также предпринимал длительные путешествия, чтобы избавиться от этой нелюбви. 20. Генри Дэвид Торо и его отсутствие фамилии. Знаменитый американский писатель и философ Генри Дэвид Торо был известен своими идеями о простом образе жизни в дикой природе. Он также был известен тем, что у него не было фамилии, и он сам придумал себе имя Торо, означающее «не слишком» или «безнадежный». Эти факты придают знаменитым личностям дополнительные слои интереса и часто позволяют лучше понять их личность и вклад в историю. Знание этих удивительных фактов о знаменитых личностях позволяет нам видеть их с более глубокой перспективы, а их необычные стороны делают их человечнее и ближе к нам, обычным людям. История нашего мира богата не только достижениями, но и человеческими особенностями, и именно это делает ее такой увлекательной и вдохновляющей. Альберт Эйнштейн, один из самых известных физиков в истории, был не только гением, но и человеком с удивительными привычками. Он часто забывал носить носки и когда-то сказал, что это помогает ему думать лучше. Кроме того, Эйнштейн любил играть на скрипке и верил, что это помогает ему решать сложные математические задачи.